Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаю искать клад на различных свалках. Все, что удается интересного найти, вам, мои дорогие зрители, показываю. И сегодня ждет своей очереди для распаковки вот этот мешочек. Достался он мне за $4. Цена, так сказать, приятная. В этом мешочке увидела нечто интересное. И, как говорится, если это то, что я думаю, то буду очень рада. Тут я увидела камеи. Еще одна вещица меня заинтересовала. В общем, как-то так. Ну и, конечно, как всегда, много ерунды разные докладывают. Ну, в общем-то, думаю, что тут вот из золота, что-то золотой крестик. В общем, будем разбирать сегодня вот этот мешочек. И меня просили показать наборные или наборные серьги. То, что у меня есть, быстро покажу и приступим к этому мешочку. Мешочек пока подождет. Буду показывать прям из самой шкатулки. Кстати, шкатулка тоже очень интересная. И вот вроде на первый взгляд она как-то просто выглядит, да? Но все-таки, когда начинаешь присматриваться, здесь вот такие тюльпаны. И это стекло. Здесь вот так вот она выглядит. Маркировки не было, но крышка мне показалась тоже очень интересной. Это пластик. И на пластике вот такой медальон. Очень похож на перегородчатую эмаль, на клоузане. Ну, такая вот интересная все-таки вещица. И здесь вот она сама медная основа, вставка из пластика, а на пластике такая вещица. Думаю, что тоже шкатулочка старенькая, так что... И, соответственно, украшения, собранные в этой шкатулке, коллекция, это наборные серьги. Так, по-быстрому буду показывать. Вот такая красота. И похоже, что это Germany. Парочка. Мне просто нужно разобрать эту шкатулку. И к тому же учитываю все ваши просьбы, пожелания. К этому есть у меня... И вот такие бусы, то есть это комплект, но храню отдельно. Бусы отдельно. Колье. Тоже вот такие есть серьги. Тоже похожи на Germany. Так, и здесь есть маркировка. С минуточку. Japan. Вот так вот. Приятные, красивущие. Следующие вот такие. Очень густое покрытие АБ. И центральный кристаллик тоже такой интересный. И здесь тоже есть маркировка. Ой, вверх ногами, да, показываю. Хобби. Тоже я про все эти бусы, вернее, все эти маркировки тоже вам рассказывала. Сейчас по-быстрому просто их пройдусь и покажу. Вот эти вот серьги. Вот так выглядят. Кстати, к этим клипсам, сережкам у меня тоже есть колье. Тоже отдельно храню. Так, буду брать побыстрее. Это обычный, вот такой более, мне кажется, современный дизайн. Думаю, что это что-то из 80-х, может быть, ближе к 90-м. Пусеты. Я подобные серьги тоже сама пыталась сделать. Покупала какие-то бусы, разбирала. А сейчас думаю, зачем надо было разбирать бусы. Вот такая вот тоже форма, черно-белая, но это уже, думаю, более старшие. Видите, есть патина. Классическое сочетание черно-белое, очень приятное. Так, следующие вот такие интересные. Это уже асимметрия. Думаю, что это 70-е. Тоже вот так вот. Ну, интересно, да, и как их правильно. Правильно их вот так. Да, то есть как бы сбоку вот асимметрия такая. Тоже покрытые центральные бусины Аврора Бореалис. Тоже красиво. Вот такая чудная вещица тоже мне досталась. Очень красивые.
Вот сейчас жалею, вспоминаю, что я как-то в какой-то винтажной лавочке встречала и очень похожие колье, бусы. Но когда украшений много, забываешь, что есть, что нет. И сейчас вот я вспомнила, что я видела и не купила, мимо прошла. Здесь вот попали сюда вот эти клипсы не в тему, я бы сказала, их нужно переселить. Это не наборные. Есть тоже маркировочка, да, по-моему. Сара Калентри, по-моему. Да, здесь они вообще не на своем месте. Вот часто иногда нужно все-таки делать ревизию, да. Не зря сюда зашла я сегодня вместе с вами. И вот такая вот форма. Тоже наборный. Это сатиновое стекло по центру. Очень красивое. Так, ну все. Ревизию провели. Надеюсь, вы тоже вместе со мной удовольствие от этого разбора небольшой коллекции наборных сережек с удовольствием посмотрели. Ну и давайте все-таки приступим к разбору этого мешочка, пакетика. Самой не терпится, самой хочется быстрее все рассмотреть. И, в общем-то, возможно, пополнение коллекции тоже как-то произойдет в этот раз. Они каждый раз запечатывают в мешке эти, непонятно как. Вот так, да? Здесь разрезать. Да, кто не знает, в Америке есть свалки, куда привозят, как говорится, скидывается все, что не было продано в Гудвиллах, в винтажных антикварных магазинах, и частные лица тоже приносят туда ненужные предметики. И, в общем, все это по минимальной цене, конечно же, туда скидывается, но искать все равно приходится, все равно это процесс поиска. Так, ну и сейчас, да, меня зрительница попросила, чтобы я все это культурно делала. В коробочку все это буду выкладывать. Выложу все в коробочку, как мы любим, да. И по одному украшению буду брать. Ну, вот такая вот пучка получилась. Довольно-таки, ну, крупная, учитывая вот это вот деревянное колье, что это, с которого хочется начать, убрать все это и потом уже подробненько все посмотреть. Кстати, вот для пущей, так сказать, объема, для большего объема, для веса добавляют вот подобные украшения. У меня их тоже накопилось уже много. И что-то похожее у меня тоже есть. Так что я на этом вот долго останавливаться не буду. Такая старая застежка. Есть следы износа, потертости. Ну, деревянные бусы в стиле бохо вполне себе может быть. Так, у меня стикерс пришел, спрыгнул. Так, ну ты что сюда пришел? А? Хочешь тоже смотреть? Сейчас покажу вам. Вот он пришел и тоже хочет посмотреть. Ну ладно, только веди себя тихо. Так, мы так не договаривались. Веди себя прилично. Так, ну давайте продолжим. За отступление не судите строго, потому что, как говорится, кошка делает все, что хочет. Заставить невозможно. Так, подобные нитки жемчуга тоже часто встречаются. У меня тоже похожие есть. У меня тоже есть большая коллекция украшений из жемчуга. И вот ниток таких очень много. Кому интересно, могу показать, похвастаться. Очень похож на натуральный жемчуг с таким розоватым оттенком. Это нитка пластик, но покрыт очень качественно. Такой уже как бы желтоватый оттенок. И на винте, думаю, что это родная застежка. Ну, перламутр, как говорится, много не бывает. Он очень часто использую я и в аутфитах тоже показываю. Кто не знает, у меня на ютубе 4 канала. Канал по уходу за собой в домашних условиях. Можете зайти посмотреть там различные масочки, уходовые процедуры, которые я делаю. Есть канал по одежде из секонд-хенда. Показываю аутфиты и те находки, которые удается
тоже нарыть, откопать, вам тоже показываю. Ну и вот в коллекцию жемчуга идет и вот эти 2 ниточки. Так, ну и, как говорится, все любопытственнее и любопытственнее начинается. Здесь у нас вот такая цепочка. Так, я думаю, что она вот двойная. Вот так вот, да. И здесь кулончик. Возможно, от этой цепочки. Без маркировки. Здесь тоже, по-моему, маркировки нет. Так, ну и приступаем к самому интересному. То, ради чего я схватила этот пакет, это вот эта брошь. Так, и сейчас вижу, там что-то написано. И это Avon. Я очень люблю винтажный Avon. А здесь все признаки винтажного возраста. Она такая пластиковая основа. И у меня есть тоже коллекция камей. И сейчас вот показываю. Это вот дополнение к этой коллекции. А что я вижу еще? Это вот такие серьги, пусеты. Они такие тяжеловатые. Здесь вижу, есть маркировка. Сейчас, минуточку. Так, 925 проба. И это серебро. Вот тут внизу. Тяжеловатые. И это тоже букет. Я не уверена, что это комплект. Хотя, посмотрите, они очень хорошо друг другу подходят. Вот, как говорится, очень быстро у меня коллекция камей пополняется. Да, и я в прошлом видео показывала вам в находках. Сейчас, минуточку. Показывала в находках вот такую вещицу. Тоже камея, цветочная. Очень такая приятная штука. Сейчас вам ее поближе посмотрю. Возможно, кто-то не видел. Вот такая камея и на вот таких бусинах. Я, как говорится, по своей наивности и простоте сказала, что это быстро поправится, что это пластик, что расплавлю там части и вставлю. Ничего подобного. Это не пластик оказался, а какой-то материал, который вообще не плавится. Возможно, это барочный жемчуг. Ну, то есть он иглой горячий, он не прокалывается. И поняла я то, что это барочный жемчуг, который можно просто только тонким сверлом как-то просверлить. Но в процессе, пока я пыталась, так сказать, бусину эту, видите, проколоть, ну, я не знаю, вот здесь уже был клей как будто бы, но мне кажется, это барочный жемчуг тонированный. Все-таки окрашивание какое-то есть, а сам он вот такого белого цвета. В общем, единственное, что я смогла вот с этой всей темой сделать, это вот такое. Такую конструкцию меня она не устраивает, мне это не нравится, но как еще вот выйти из этой ситуации, я не знаю. Если подскажете, мои дорогие друзья, буду очень благодарна. То есть вот в это отверстие никак не вставляется, то есть там глубина определенная и не вставляется. Клеем пыталась я что-то приклеить, тоже это не держится, потому что поверхность очень, скажем, маленький объем поверхности. В общем, вот как-то так. Если у кого-то идеи есть, пожалуйста, подскажите. Но уж очень хотелось мне поносить эту вещицу. Ну, в общем, надевала один раз вот в таком виде. Так, что касается других камей, тоже у меня есть похожие сейчас. Ну, коллекцию тоже я вам показывала, она большая. Ну, вот что касается похожести, да, ну, по тематике есть камеи, вот тоже бабочка, тема цветочная. И думаю, что вот эти вот камеи мне стоит куда-то в другое место переселить. Я не буду на них зацикливаться, потому что совсем недавно я вам их показывала, потому что коллекция камей быстро пополняется. И, в общем-то, надо что-то, какую-то другую емкость для хранения. Тоже, если у вас идеи какие-то есть, тоже напишите. Но серьги эти я носить буду. Очень уж красивый. Тут такой цветок, даже букет. И почему-то вот эта вот какая-то часть белесая, я думаю, что это либо на стекле,
либо пластик так специально не отшлифован. Но я думаю, что это тоже, возможно, Avon. Компания Avon заказывает свои украшения у известных дизайнеров, брендов. Иногда маркируются, иногда нет. Ну, что-то очень даже они как-то похожие. Ну, и наводят на эту идею то, что они в одном мешке все-таки находились. Так, следующее здесь вот, то, что я сказала, это крестик на, скажем, на тело, я думала, а на самом деле это крестик, но в ухо, как серьга в ухо. Так, здесь вот есть маркировка. Не видно, но, как говорится, она есть. Вот тут маркировочка. И, возможно, я таки нашла золото. На самом крестике ничего нет. И здесь вот такой тоже крестик. Возможно, серьга. Возможно, их, кстати, и вместе как-то надевать. Я вообще не любитель такой вот, скажем, религиозной какой-то символики. Но, тем не менее, вещь очень интересная. Думаю, может, его стоит переделать и как-то на золотую цепочку повесить. Или вообще не портить вещь, как есть, так и пусть будет. Но очень похоже на золото. И маркировка есть. Возможно, это позолота. Здесь вот кончик немножко как стертый. Как будто позолота сошла. Ну, в общем, как-то так. Ну, я даже знаю, что будет шедевром сегодняшнего показа, да. А сейчас хочу вот эту вещицу рассмотреть. Очень похоже на Сара Кавентри. Вот и по дизайну, и по металлу. Да, здесь есть маркировка. Сара написано. Ну, Сара Кавентри вот таким образом маркировки делались в более раннем периоде, то есть Сара Ков это более поздний период. Я думаю, что это 50-е точно. Очень интересная вещица, очень интересный медальон. У меня тоже есть немаленькая коллекция украшений Сара Кавентри, и есть медальоны. Здесь вот имитация штампованная филигрань. И вот такие формы геометрические. Очень интересные. В зависимости от того, какой фон будет, на каком фоне, вернее, будет этот медальон. И его, как говорится, оттенки будут тоже меняться. Видите, вот такой прозрачный. Приятная вещица довольно-таки. Но опять нужно подбирать цепочки. Часто попадаются цепи, поэтому труда не составит. И вот эта вещица, которую я в мешочке не заметила, но когда высыпала, я, в общем-то, была в предвкушении. Когда-то она $1 стоила. И попала в этот мешок, не продалась. Так, тоже... Здесь нет маркировки, но тоже очень похоже на Сара Кавентри. И так, здесь вот замочек как-то непонятно. По-моему, думаю, что тут проблема с замком. Но вот этот вот металл, между прочим, очень хрупкий. Честно говоря, я даже боюсь как-то что-то исправлять. Но попытаюсь за кадром аккуратненько сделать это. Игла на месте, все есть, но вот именно вот эта деталь, и думаю, что на нее, может, наступили. Ну, какая чудная сова. Я не любитель сов, честно скажу, не фанат, но вот эта вот люцитовая вставка просто чудесная, просто великолепная. Кристаллики Аврора Бореалис. Вижу, все на месте. Чудесная вещица с такими розовыми глазами сова. Что-то похожее я видела. Если найду, вставлю. Что это такое? Так что, мои дорогие, вот такой пакет всего за $4. Меня порадовали, конечно, серьги. Порадовала Сара, да. И, скажем, ну, бусы жемчужные.
из искусственного жемчуга тоже, как говорится, приятное себе такое пополнение в коллекцию. Жду ваших впечатлений, напишите в комментариях, что вы думаете, и подскажите, возможно, у вас есть какие-то идеи именно вот по этому украшению. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.